Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Леста Гейм. Сегодня у нас на обзоре советский средний прем-танк 8-го левела Т-54, образец 1. Да, похож очень на Т-44, но нет. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем и передаем слово Петровичу. Итак, господа, коллижн модель нашего Т-54 образец 1. Ну и давайте начнем с корпуса. Это у нас средний танк, напоминаю. Да, 171. Нифига себе НЛД. А вот так уже 200. НЛД, как для восьмерки среднего танка, очень крепкая. Понятно, что не назвать, что лютым. Понятно, что будут стараться пробивать. Но в целом, среди СТ-шек, это лютая броня в НЛД, как для СТ. Теперь касаемо ВЛД. 191, вверху 203. Такие танки, ну, многие СТ-шки, тяжелые танки ИС-6, ИС-5, Крайслер, да, нас сюда обычным типом снаряда-то уже и пробивать не будет своим бронепробитием. Нифига себе СТ-шка, нифига себе корпус. Касаемо башни, маска орудия по центру 203, 203. Здесь расходится вверху до 450, внизу аналогично. Вот, да, вот это ослабленные места 203, сюда будут наваливать. Щеки 201, 201, ну чуть-чуть правее 265, чуть-чуть левее уже 350. И это тоже не пробивается, ребята, до 400. Аналогично здесь. Здесь вообще там рикошет. А верхнюю планку очень тяжело видно. Но это рикошет, это 35 мм по правилу 3 калибров. Если вы сможете в эту узенькую часть попасть, да, то, естественно, там от 105 мм можно закидывать. Но она очень тоненькая и плохо видна. Люк, он невысокий, он есть. 100 мм в нем по центру, по краям до 135. И поэтому, да, сюда тоже можно очень себе даже неплохо в ближнем бою набрасывать. У нас прямой борт корпуса. И борт у нас, ребята, в 90 миллиметров. Прямой борт, без всяких вот тут вот щек, говорит о том, что танк просто, ну, как тяжелый танк танкует. Вот я уже перекручиваю, а он все равно танкует. И вот только сейчас начинает что-то пробиваться. Вы посмотрите, какой угол он спокойно берет. Так что, хорошая броня ВЛД, хороший борт. Неплохая башня в этих щеках, люк ослабленный и вот эти места справа и слева на маске. По пушке. У нас восьмой, господи, у нас странно 7-й левел. Да-да, не удивляйтесь, танк 8-го, а пушка 7-го. Д-10ТК. 250 альфа на основном и на голдовом. 330 у нас на фугасе, пробитие на фугасе нищее в 50, пробитие на основном 190, на голде 247. Как на основном снаряде, конечно, плохо, 190 это мало, а вот 247 на голде уже неплохо. Вот, пушечка заряжается 8 секунд на стойке, 1000 почти 900 дпм, хорошая точность 0.36, комфортное время сведения. По полевой модернизации. Во втором слоте качаем легкосплавные узлы крепления. В четвертом настройку рычагов подвески. В пятом антибликовую маскировку фар. Вторым слотом берем разведку. По оборудованию дефолтный стандартный комплект для СТ-шек. Это турбина, это просветленка и это досл. По снарядам основной у нас ББХ, скорость полета почти 900 метров в секунду, маловат, конечно, но сойдет. Голда у нас подкалиберный снаряд, летит 1119 метров в секунду, фугас летит так же, как и ББшка. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я пихнул доп. Паёк, у нас 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсу-минусу машины. Я считаю эту машину очень хорошо сбалансированной и даже несколько имбоватой в части, конечно, бронирования. Мы с вами смотрели, да, по корпусу очень крепкая СТ-шка, очень. От борта играет как тяжелый танк. Ну и по башне есть уязвимые зоны, да, но не каждый их знает. А щеки так вообще рикошетные. Вот, что касаемо пушки, здесь одно только расстраивает. Ну, альфа, ладно, черт с ним, сойдет при таком КД в 6 небольшим секунд 250, да. Но у нас минимально, прям минимально комфортные углы вертикальной наводки. И это расстраивает. Плюс в связке с нищим бронепробитием на основном типе снаряда. Время сведения, в принципе, комфортное. Точность у нас хорошая присутствует. Теперь касаемо
Живучести 1300, и это меньше обычного. Где-то на 8-х это 1400. Почему? Я думаю, с чем я это связываю? Связываю опять же с бронированием этой машины. Вот так вот разработчики сделали. По мобильности 49 вперед, 19 назад. У нас 24 лошади удельная мощность благодаря турбине. Да, этот танк перемещается действительно как СТ-шка. Но мне, конечно, бы, как и на многих других танках, хотелось бы на этой машине видеть хотя бы 55. Но у нас 49 с турбиной. Вот. По незаметности у нас она не самая лучшая. Но перк незаметности я вот экипаж подобрал, он отсутствует у всех. Но я думаю, где-то процентов до 30-32 можно раскачать. По обзору у нас на просветленке все вполне себе нормально. 4,74 метра. Ребят, наша сильная сторона, прежде чем отправимся в бой, это броня, это СТ-шка с броней. Вот от этого и будем играть. Погнали в бой. Так, танкисты, обзор боем у нас Т-54 образец 1, средний прем-танк советский 8 левела. Попали мы в честный, да, в честный бой. Так, арты нет, это хорошо. Определенно хорошо. Поедем направо. Это будет как стрельба по уточкам в тире. Да, Только да, калибр по уточкам. больше. Ребят, я один поехал. Ну, вы понимаете, да? Чем это все закончится, приключение, наверное, для меня. ФВХ еще вроде поехал за мной. Но это жесть. Получай! Попадание по модулю. Ха! Почти на вылет. Ну, такое пока. Блин. Проспали. О, Есть пробитие! о, Есть пробитие! хорошо. Я вынужден сам себе светить тут. Так, подсвечивай. Все, поиграл молодой человек. Так, счет 3-3. Пока нормально. 1200 мы настреляли. Так, надо чекнуть.
на лицо. О. Меткий выстрел. Мы тут не одни. О. Шеридан еще там. Колесоид катается. С вертухи стрелял. Центр мы практически просрали. Ух ты, здрасте. Не ждали. Хороший урок этому выскочке. Кто это там? Пробитие! У ВНов, ребят, не хватает. Доигрался. Давайте следующего. Все, ты успокоился? Только царапнули. Готов. Сливом попахивает. Красота. Мощь. Душит Броня такое. не пробита. Ну просто беда, ребята. Просто беда. Ну 3К сделали, но команда союзная просто ублюдская. Уничтожен. Уничтожен. Ну и все. Я один. Рикошет. Снаряд отскочил. Ох, он и злится сейчас на А! неудача. Так, 2900 Надеюсь, дали, ты сделаешь 372 насветили. Итого 3300. Ну, союзнички. Ну, в целом танк хорошо сбалансирован, имеет лучшую броню, чем обычные какие-либо СТшки. Вот, нормальная подвижность. У этого танка есть все для комфортной игры, реально. Очень нравится эта машина, за исключением одного, как я всегда и говорил, я не люблю советские танки из-за отсутствия УВН. Но в целом, это очень бронированная СТшка, которая прям, ну, вот, первое место у нас. Вот, кстати, как наши отыграли. Имбочки. Як-Тигр новый прототип, кстати, 400, КР Нерван имба, Бурасик имба, Супер Першинг имба, Сапсан имба. Вы представляете, сколько они все настреляли? Эмиль и тот хорош. Ладно, этот инвалид. Вот имба, БЗ-160 с нулем. Жесть. Ребята, я советую всем
если будет в продаже эта машина за голду, за боны, приобретать ее, потому что танк хороший. Да, нет УВН, но это условно полутяжелый, полусредний танк с подвижностью СТ-шки, бронирован почти как тяжелый танк. Пожалуйста, ездите, нагибайте, учитесь играть на СТ-шках. По пятибалльной системе ставим этой машине 4 с плюсом, 4,5. До пятерки не дотягивает из-за отсутствия УВН. Ребята, у кого есть Т-54 образец 1, пишите свои комментарии, как вам эта машина. Для людей, которые думают в будущем, покупать этот танк либо нет, я советую. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.